Всем привет, дорогие друзья! И сегодня мы с вами на трассе Луганск-Донецк, трасса Е40. В 24 году был произведен капитальный ремонт этой дороги, и мы сейчас движемся с вами из Луганска в Донецк. Меня очень много просили в предыдущих видео показать эту дорогу, ну и вот, выполняя просьбы моих любимых зрителей, я, конечно же, не смог отказать, и мы смотрим с вами, каково состояние этой дороги между областными центрами Луганском и Донецком. Приблизительно протяженность этого участка дороги 135 километров. Ну, мы берем не от центра до центра, а где-то вот от окраины Луганска до окраины, до объездной Донецка. Вот мы доедем с вами до объездной Донецка, проедем чуть-чуть по объездной, и на этом это видео будет закончено. Я, естественно, здесь немного увеличил скорость вот, воспроизведения, чтобы сильно не затягивать этот кусок видео. Ну и вот смотрите, каково состояние дороги. Сразу же хочется отметить, что вот на выезде из Луганска великолепная дорога в четырехполосном исполнении, будет по две полосы в каждом направлении. Ну, единственное, что вот вроде и по две полосы в каждом, но нету на осевой разделительного барьера, то есть препятствующее выезду на встречную полосу. Потому что скорость здесь развивают лихие водители иногда приличную, ну и очень это вот опасно. Но пока камеры, вот как мне написали в предыдущих видео, камер установлено много по городам, но они пока не работают. Но это, я думаю, ненадолго, и скоро вот будут наказывать за превышение скорости и за другие правонарушения. Тем более вот с 1 ноября, по-моему, по России ввели уже закон, что камеры, вот эти камеры наблюдения будут фиксировать и полюс ОСАГО. Уже у кого нет, будут приходить штрафы там в течение суток один. И можно до бесконечности это делать. Штрафы там довольно-таки серьезные. Так что все больше и больше вот таких штрафов будет. Там сейчас уже и за непристегнутый ремень камеры фиксируют, и разговор по мобильному телефону во время движения тоже фиксируют. Ну а в таких крупных городах, как Москва, там вообще выезд за стоп-линию, там выезд на перекресток, помимо вот скорости, выезд на встречную полосу. Ну, на встречную полосу это уже многие камеры фиксируют. Так что вот такие, я думаю, скоро и здесь появятся новшества. Ну, а пока вот вы сами видите, какой великолепный участок дороги. Собственно говоря, не буду раскрывать секрета, в каком состоянии эта дорога. Посмотрите сами, тем более это вот хорошая альтернатива ехать вот через, допустим, Луганск, Донецк и выезжать на трассу Новороссия Р-280, кто вот едет в Крым. Не ехать, допустим, вот по М4 до Ростова-на-Дону, сворачивая на Таганрог и выезжая на Мариуполь. А можно вот по этой трассе проехать, тем более я вот ехал через Воронежскую область, заехал вот бывшая КПП Бугаевка, это вот со стороны Воронежской области, а со стороны Луганской это КПП Просиное. Это в свое время была госграница, и вот эти два КПП были. Доехал до Луганска, эту дорогу от КПП Просиное до Луганска у меня в планах тоже вам показать, как ехать. И вот, если вот двигаясь по этой дороге, можно выехать в сторону Донецка, проехать по объездной, по хорошей великолепной дороге Донецк-Мариуполь и выйти уже там на трассу Р-280 в сторону вот Джанкоя. Это как один из вариантов. Ну и немаловажно, конечно же, сэкономить и в деньгах, потому что с каждым месяцем, наверное, трасса М4, платная дорога, все дорожает, дорожает и дорожает. Подорожала уже, в разы обогнала инфляцию, вот стоимость подорожания на этой автомагистрали. И можно вот сэкономить неплохие деньги, едя вот по этой дороге. Ну, собственно говоря, каждый решает сам, как ехать. Я решил вот в этот раз проехать именно здесь. Мне самому было интересно, какое состояние вот этих дорог от границы
Воронежской и Луганской областей, проезжаю вот именно здесь и выезжаю уже в районе Мариуполя на трассу Новороссия Р-280 и показать вам. Как я уже сказал, вот эта трасса была уже капитально отремонтирована в 2024 году. Ну, хочется что еще сказать. Конечно же, большая часть этой трассы выполнена в двухполосном исполнении, по одной полосе в каждую сторону. Проходит трасса прям через города, такие как Перевальск, Артемовск, Зоринск, Дебальцево и Углегорск. Ну, Янакиево там обходит кусочком. И в основном трасса великолепная. Выходит она вот на как бы Т-образный перекресток, так, уже ближе к Донецку, на трассу Горловка-Донецк, которая сейчас капитально ремонтируется. Но там есть один участочек дороги, мы еще его с вами здесь увидим, порядка там 700-800 метров. Он просто его как временную сделал и объезжает, там путепроводы ремонтируют на трассе Горловка-Донецк. И вот там дорога, конечно, в плохом состоянии, но всего лишь 750-800 метров можно ехать потихонечку, не торопясь, и проехать этот участок дороги. Ну, собственно говоря, на этом вот вроде как и все. Такие вот новшества. Камер здесь не замечено, я уже еще раз скажу. Может быть, они и есть, но вот на скорость. Но я особо сильно не гнал, мне просто самому было интересно, чтобы все это рассмотреть, увидеть. Это вот мы сейчас выезжаем уже из Луганской области, вернее, из города Луганска. Как я сказал, здесь вот на выезде такая вот великолепная дорога в четырехполосном исполнении. Здесь вот уже, обратите внимание, отбойник в некоторых местах разделяет направление движения, и это очень и очень хорошо. Ну, а мы движемся с вами по этой уже, можно сказать, великолепной трассе и рассматриваем, каково состояние дороги. Повторю, приблизительно 135 километров от Луганска до Донецка, и на картах она обозначается, эта трасса, как Е-40, Е40. Ну и смотрим, такая вот региональная трасса, межобластная, и двигаемся мы. Довольно-таки неплохо. Вот если, не знаю, если в планах сделать ее четырехполосной, то бы это вообще было супер. Но я думаю, что со временем, конечно, ее сделают, потому что жизнь идет вперед, бизнес развивается, и вот перевозки между двумя такими крупными областными центрами, как Луганск и Донецк, конечно же, машинопоток будет увеличиваться и увеличиваться. И я думаю, что вот уже по одной полосе в каждую сторону будет тесно, да, и неплохо было бы, конечно, сделать объезды городов. Они хоть и небольшие городки, все равно вот где-то прям по окраине захватывает города, где-то прям по центру проезжаем. Ну, здесь вы, в принципе, все увидите. Кто знает эту местность, конечно, узнает там с первого взгляда, где мы двигаемся. Ну, а кто не местный, посмотрит вот альтернативу движения на юг в сторону Крыма, альтернативу трассе М4, которая, кстати, очень и очень сильно загружена в летний период, особенно вот Воронежская область, Ростовская область загружены. Там, как я уже видел, пристраивают третью полосу. Вот в Воронежской области, особенно в Ростовской области, на М4 пристраивают третью полосу к двум уже существующим, ну и, соответственно, где идет строительство, возникают огромные пробки. А здесь вот, пожалуйста, конечно, сейчас уже не курортный сезон, смотрите, разметочка, все красиво, но все равно движение, вот и альтернатива, еще раз скажу, что можно сэкономить неплохие деньги, и опять же вот выехать на Р-280 Новороссия, которую тоже со временем будут расширять до 4 полос. Это уже бурное строительство идет в Донецкой Народной Республике, где уже начали строительство обхода Мариуполя, грандиозная стройка. Ну и
впереди еще и ожидается строительство и в Запорожской области, и в Херсонской. Но пока вот, когда я двигался, там вот таких работ пока не замечено. Но все равно трасса в отличном состоянии. Так что здесь вот, проезжая по этим вот бескрайним донецким степям, как поется в песне, мы вот наблюдаем вот такие пейзажи. Ну а одним глазом смотрим по сторонам, а основной весь взор мы, конечно, с вами уделяем дороге. Я где-то, где останавливался, вот вырезал эти кусочки, чтобы сэкономить ваше время. Ну и, собственно говоря, вот мы с вами проехали вот 4 полосы выезда из Луганска и движемся уже вот дальше. Видите, по одной, вернее, извините, по одной полосе в каждом направлении, и дорога великолепная. Дорога отремонтирована, четко видно и все разметки, все, где сплошная полоса, где вот даже есть места с тремя полосами, ну такой реверс, две в одном направлении, и одна вот в другом направлении, потом это все меняется, так что нужно, конечно, быть повнимательнее и смотреть за этим вот движением. Такая вот альтернатива. Ну а кто едет там из Воронежа, допустим, там, или из Москвы по М4, ему нужно в Луганск или в Донецк, или вот в города, районные города вот этих двух республик, то, конечно же, альтернативы этой дороги нет. Ехать по ней вот можно смело. Посмотрите, вот такие облака, солнечность, переменная облачность была, и вот такие великолепные виды. И везде вот четкая разметка, все это вот вы можете наблюдать на экране своих телефонов или компьютеров. Ну а мы двигаемся дальше и будем периодически с вами включаться. Отдельно хочется сказать про навигатор. Я не пользовался Яндекс картами, у меня уже карты и навигация встроена в машине, и вот я пользовался им через GPS. Не знаю, как в другие разы, но именно когда я ехал, почти полностью моя карта работала от Луганска до Донецка и работала исправно, показывала, хотя я дорогу и так знаю, но я ее включал специально, чтобы протестировать и смотреть, где будет работать, где нет. Ну, в 2 или в 3 местах совсем незначительно карта вырубалась, и то прям буквально вырубилась и тут же опять включалась, и было удобно смотреть, где я двигаюсь. Все четко, привязка к местности была хорошая, но опять повторю, я не пользовался Яндекс навигатором, хотя вот многие источники, я вот смотрел ради интереса, рекомендуют, когда едете вот и по трассе Р-280 на Новороссия, и по трассе Е40 Луганск-Донецк, лучше, конечно, карты скачать, чтобы они уже были в телефоне, и вот ими пользоваться. Яндекс карты не то, что прямо вот через мобильный интернет, а уже чтобы были скачаны. Ну, а кто, собственно говоря, дорогу знает, тому они не нужны. В принципе, здесь вы не заблудитесь. Едьте по дороге, никуда не сворачивая, и вы приедете прямо в Донецк. Там увидите указатели везде, доступные, информации очень много, хорошие доступные вот указатели, видно, куда поворачивать, где съезжать. Так что не заблудитесь, даже без карт. Ну а выйдя там на трассу Р-280, там тоже едете по ней, едете и приедете прям к КПП в районе Джанкоя. Ну, не доезжая до Джанкоя на Чингаре. Так что вот едем и едем. Вот именно вот еще этот момент хотел вам сказать, что GPS работала. Повторю, у меня встроена навигация в машине, родная, и она очень и очень исправно работала. Поэтому, вот, конечно, мой минус был, надо было все-таки включить еще Яндекс Навигатор и протестировать, как он будет работать. Ну, в принципе, если мобильный интернет не отключают, то и карты, наверное, будут работать хорошо. Поделитесь, вот кто, может быть, ездил в этих местах именно по навигатору Яндекса, и поделитесь
как у вас вот все это работало. Ну, вот видите, строительную технику везут, достаточно много таких вот машин встречалось мне. Ну, это как раз вот на заезде в город пришлось вот немножко потолкаться. Ну, вот кусочек этот сейчас вырежу, чтобы картину, так сказать, хотя он сейчас поворачивать будет. И довольно-таки много такой вот строительной техники встречалось, и перевозят такие большую тяжелую строительную технику. Ну, это и хорошо, это говорит о том, что стройка по всем регионам идет полным ходом, и это радует. Ну вот, помню прекрасно вот этот вот заезд под путепроводом, постоянно здесь в те времена была яма такая, постоянно лужа, я все думал на машине, когда проезжаешь, черпанет, не дай бог гидроудар получишь. А сейчас вот посмотрите, сделали, и хорошо. Конечно, низина, я думаю, что если пойдет дождь, там лужа никуда не денется, так и будет скапливаться. Вот видите, он повернул налево, а мы двигаемся по прямой с вами через город, окраину города. И вот, чтобы не черпануть там и гидроудар не получить. Но, слава богу, все хорошо. И вот мы продолжаем движение. Фур так умеренно, но сами видите, чтобы мне не быть многословным, вы все движение видите. Пока движение не очень интенсивное по этой трассе, но этим, кстати, этим нужно пользоваться. Но фуры уже вот дальнобойщики, самые такие прогрессивные в этом плане, они уже давно прочухали эту фишку и пользуются этой дорогой вот исправно. Единственное, нужно помнить, дорогие друзья, что вот в этих двух регионах действует еще комендантский час с 23 часов и до 4 утра. Так что вот, чтобы не попасть, рассчитывайте движение, чтобы проехать вне рамках этого времени. Днем, утром, вечером до 11. А так, в принципе, едете и едете себе, никаких ограничений нет. Смотрите на дорогу, соблюдайте скоростной режим, не нарушайте правила дорожного движения, и, как говорится, будет вам счастье. Из точки А доберетесь в точку Б. Ну и что хочу сказать, очень даже рекомендую, если кто едет на юг, попробовать вот этот альтернативный участок. Заодно и посмотрите, как выглядят вот донецкие степи вместе с луганскими. Ну, двигаемся дальше. Единственное, как по мне, вот мне показалось, что на этой трассе очень мало заправок. Практически нет. Может быть, я невнимательно смотрел, но вот вы, дорогие друзья, посмотрите, вот смотрите это видео и посмотрите вот слева и справа. Ну так, единичные заправки попадаются. Может быть, я невнимательно смотрел, может быть, они где-то в стороне от дороги, но вот что есть, то есть. Так что, если будете ехать, лучше, конечно, подзаправьтесь в Луганске, если едете в Донецк, и в Донецке, если едете в Луганск. Но наверняка где-то, если уже какой-то форс-мажор у вас вышел, наверняка заправитесь, потому что очень много таких крупных городков будет на вашей дороге: Перевальск, Артемовск, Зоринск, Дебальцево, Углегорск, Ясиноватая, Янакиева. Так что я думаю, что проблем с этим не будет. Главное, чтобы на заправках был бензин. Ну и, конечно же, немножко, надо сказать, по стоимости и наличию бензина. Вот проезжая по всем этим областям, я попал как раз в этот момент, что бензин был на всех заправках. Цена, конечно, его далека, как говорится, от идеала. Если вот в Ростовской области там или в Воронежской области 68, 65, 95 бензин, я вот про него говорю, то вот именно здесь, в Луганской и Донецкой республиках, я увидел бензин от 80 до 85 рублей за 95-й. Ну, 92-й поменьше. Но сам факт, что он везде был, это вот такой факт, как говорится, медицинский. Но спрашивают, почему такая дороговизна? Скорее всего, вот судя по логистике, его нужно довести сюда, и поэтому такая цена. Ну и если
вот на трассе М4, там в основном Роснефть, Лукойл, такие мощные, крупные нефтепроизводители, которые сами, у них собственные заводы, то вот им позволяет цену держать пониже на заправках. А независимые вот такие мелкие заправки, у кого там одна-две заправки, им приходится на бирже покупать этот бензин, и поэтому цена вот, намного выше всегда. Если вот, допустим, в Крыму Сергей Аксенов, глава Крыма, договорился с крупными вот, станциями заправочными АТАН и ТЭС, что 95-й не будет подниматься выше 76 рублей, то они слово свое держат. Вот, допустим, на ТЭСе 76 рублей, ровно на АТАНе там 75,99 бензин. А вот такие уже другие игроки рынка, вот у них свои собственные заправки, то там уже может быть подороже. Но в Крыму точно не встречал выше 76 рублей за 95-й бензин. Ну а вот здесь, видимо, таких договоренностей нет. Вот, то и цена бензина такая. Ну и вот, собственно говоря, хотя в городах может быть там и по 76, по 79 рублей за литр 95-го, но в основном, еще раз хочу сказать, 80-85 рублей за литр. И у меня вот, соответственно, возникает вопрос сразу, вот когда нормализуется ситуация с бензинами и соляркой, будет ли откат в сторону уменьшения? Я сильно сомневаюсь. У нас почему-то всегда, если какой-то кризис, все растет в цене, а потом кризис как вроде проходит, но отката нет. Ну, и если он и есть, откат по ценам, то он совершенно минимальный. Можно сказать, там в рамках погрешностей. И я думаю, что и здесь уже вот нам придется всем привыкать вот к новым реалиям, вот к таким ценам. Единственное, что может быть вот 85-80 рублей за 95-й, может быть чуть поменьше будет, но не более того. Вот смотрите, видите, погрузчик перевозит на низкорамнике, так что вот везут строительную технику. Ну а мы с вами потихонечку, помаленечку движемся дальше по этой трассе. Вот видите, собственно говоря, две полосы, какая хорошая дорога. Едем и едем и рассматриваем степи. Еще хотелось сказать очень важная информация. Вот Марат Хуснуллин, вице-премьер правительства России, сообщил, что в скором времени несколько трасс получат федеральный статус. Вот такие трассы, как Р-150, которая соединит Белгород, Луганск, Донецк и обеспечит проезд к морскому порту и аэропорту. А вторая будет федеральная трасса А-260, которая начинается в Волгограде, проходит через Каменск-Шахтинский в Ростовской области, и будет она продлена до Луганска и получит новое наименование Р-260. И третья трасса получит наименование А-258, которая соединит трассу М4 Дон с Луганском. Представляете, вот вы сворачиваете прям сразу, никуда, ни по селам, ничего, сразу с М4 и до Луганска с ветерком. Я не знаю, как будет проходить трассировка этой трассы. Старые или там какие-то трассы будут реконструировать, либо это будет полностью новое строительство. Это очень, кстати, интересно и хорошее такое вот предложение. Прям кто живет, допустим, в Луганске, нужно ему там в Москву, выезжайте на М4 и погнали. Ну, конечно же, на М4 будет еще больше нагрузки, так где-то съехал там полями, вот по таким региональным трассам проехать. А если, я уверен, что если их будут вот делать, то они будут в четырехполосном исполнении. Ну и конечно же, этот кусок от М4, допустим, до Луганска, там трафик-то не очень большой будет, но, опять же, с выходом на М4 трафик там огромный, просто огромный, тем более, что она идет и в Краснодар, и дальше до Сочи, Адлера, и до Крымского моста, но не зря в Воронежской и Ростовской областях третью полосу пристраивают, но все равно это очень и очень хорошая вот
такое начинание. Вот смотрите, допустим, Р-150 будет, соединит Белгород, Луганск, Донецк, морской порт и аэропорт. Ну, морской порт, я так понимаю, наверное, Мариупольский, и аэропорт Донецкий, который будут возрождать, и Мариупольский. Ну, посмотрим, как будет на самом деле, и когда все эти вот проекты начнут реализовываться. И Министерство транспорта Российской Федерации серьезно рассматривает вот эти вот дороги, и которые в будущем еще построят, как серьезная альтернатива трассе М4 Дон для поездок северных районов Российской Федерации в Республику Крым на юг. Действительно, М4 нужно разгружать будет, особенно в летний период, потому что едут по ней со всей страны. Это сейчас М4 Дон самая загруженная трасса в стране. И если действительно так вот все это сделают, то это, конечно же, будет серьезная альтернатива. И я надеюсь, что она будет бесплатной, а то М4 Дон, так как она вот в отличном состоянии и постоянно повышают цены на проезд по ней. Сейчас вот из Москвы до Ростова там порядка около 5000 стоит, чтобы по ней проехать. А я уже не говорю, там еще Краснодарский край. Затем, если ехать в Крым, еще вот от Краснодара построили дорогу. Там уже рублей 800, по-моему, проезд 114 километров до Крымского моста. 750 рублей. Ну, это, я думаю, что это очень дорого. И цены не стоят на месте. А если вот сделают по Луганской области, по Донецкой области, вот, альтернативное движение, то, конечно же, и быстрее, мне кажется, будет, и сильно разгрузится трасса М4 Дон, тем более по ней будут ехать в сторону Сочи, туда, в сторону Геленджика, Новороссийска, а по этой дороге можно будет смело ехать в сторону Крыма, выезжая на трассу Р-280, Таганрог-Джанкой, которая, кстати, будет входить в Азовское кольцо, и по ней вот двигаться. Ну и пока вот мы едем здесь, рассматриваем донецкие степи, виды, вот именно Азовское кольцо, это вот задумка такая, замкнуть его вокруг Азовского моря, начиная вот от Ростова, через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Джанкой, по Крыму трасса Тавриды, и опять же выходить туда, в сторону Ростова. Вот 1417 километров должна эта дорога быть в четырехполосном исполнении вокруг Азовского моря. Ну и это будет, конечно же, хорошим подспорьем, выезд на эту трассу. Ну, конечно, это большие деньги осваивать, и не один день все это будет строиться, грандиозная стройка, но если все это осуществится, конечно же, транспортная доступность будет намного лучше, чем сейчас. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы, если они будут платные какие-то участки дорог, чтобы так не ломили цену. Хотя я не думаю, если вот Азовское кольцо, что эта вот дорога будет платной. Но, как говорится, поживем увидим. Ну и посмотрите, одно наслаждение ехать вот по такой дороге. Разметка, стрелочки, указатели, очень много дорожной информации, знаков. Ну а еще хочется обратить внимание, вот трасса Луганск-Донецк или Донецк-Луганск, без разницы. Вот, нету инфраструктуры. Если заправки АЗС попадаются, вот была одна из них на дороге, то вот инфраструктура, конечно же, проходит через города. Может быть, она здесь пока и не нужна, но если будут делать вот четырехполосное исполнение, то все города трасса должна будет обходить. Ну и зоны отдыха. Я уже так вот, как это, новый Нью-Васики размечтался, что это будет альтернатива М4. Я уверен, будет пользоваться большой популярностью. Ну, а мы двигаемся с вами. Вот Дебальцево мы объезжаем. Здесь вот видите, обратите внимание, кольцо, круговое движение. И мы уходим правее, в сторону Донецка. Я здесь вот раньше постоянно путался, но сейчас вот уже правильно проехал. Дорога тоже, посмотрите, вот
великолепное здесь. Это мы краем объезжаем Дебальцево, не заезжаем, собственно говоря, в сам город. Ну и хорошо, во всей подробности все это я вам показываю. Двигаемся дальше. Ну а пока я немножко помолчу, дам вам возможность насладиться вот такими великолепными видами на трассе Е40 Луганск-Донецк. И далеко не уходите, мы еще с вами встретимся на подъезде к Донецку и посмотрим трассу Горловка-Донецк, в каком она состоянии. Ну и едем и смотрим на дорогу.
Так, ну и наконец, вот сейчас потихонечку мы подъезжаем к трассе Горловка-Донецк. Как я говорил, здесь вот едете, едете, и получается Т-образный перекресток такой. Вы заворачиваете направо, вот смотрите, видите? И причем направление движения в разных уровнях. Вот налево будет в Донецк, а направо, вот куда мы повернули, повернули на Горловку. Ну и здесь тоже вот трасса Горловка-Донецк, идет капитальный ремонт дороги. Дорога в четырехполосном исполнении. Конечно же, вот видите, здесь специально сделан так занижен уровень, чтобы можно выехать было с трассы из Луганска и вот повернуть. Смотрите, мы поворачиваем. Ну, прям на дороге. Вот, это всегда так было, дорогие друзья. Поворачиваем. Почему-то вот здесь у меня не записалось немножко. И вот выезжаем на эту трассу Горловка-Донецк в сторону Донецка. Ну, вот еще хочу сказать, конечно же, вот такой вот выезд из Луганска вот на эту трассу не очень хорошо, но я думаю, что со временем как-то здесь какую-то развязку, конечно же, нужно будет строить, иначе трасса довольно-таки скоростная, и вот вы выезжаете, и причем останавливаетесь, и прям выезжаете на левую полосу движения из Горловки в Донецк, как кто-то там летит со скоростью. Ну, конечно же, внимание и внимание, но я думаю, что ни одна авария вот на этом куске трассы происходила. Ну, а, собственно говоря, вот сейчас вы видите, что уложен асфальт, нету еще вот разделительного барьера, я думаю, который будет огораживать направление движения. Ну, я думаю, со временем это все сделают. Еще разметки нет, вот так вот мы попали, но зато уже асфальт уложен. Именно вот здесь сейчас мы с вами посмотрим. Есть небольшой кусок, где-то порядка 700-800 метров. Но опять же, сделана временная дорога, мы на нее съезжаем, чтобы вот здесь путепроводы ремонтируют, приводят в нормативное состояние. Ну и там 700-800 метров плохой, ну, можно сказать, отвратительной дороги. Это временная дорога, ее потом ликвидируют, но хотя бы могли, потому что трафик здесь такой солидный, могли бы хоть ямы там залатать. Но потихонечку, 700 метров можно потерпеть. Я думаю, что уже скоро этот вот кусок, который закрыли, который ремонтируют, откроют. Но все еще вот впереди, и мы увидим этот кусок дороги. И здесь уже вот прямая дорога в сторону областного центра миллионного города Донецк. Не знаю, сейчас есть в нем миллион, нет, но, наверное, сейчас вот в связи с новыми вот этими обстоятельствами, наверное, миллиона сейчас нет. Раньше миллион рост назывался Донецк, как помню, но и сейчас вот надо это все возрождать и поддерживать. Так, ну а вот, собственно, посмотрите, ремонт уже основная часть закончена, строительство и ремонта дороги. Асфальт уложен, но теперь вот нужно будет ставить барьерные ограждения. Не знаю, как их будут вот здесь ставить. И, конечно же, разметку надо будет нарисовать. А это вот уже, можно сказать, ну и инженерные сооружения тоже отремонтировать. Вот где мы с вами двигаемся. Здесь их нет пока, но вот этот кусок дороги где-то в районе Ясиноватой будет, хотя дорога обходит Ясиноватую, в сам город не заходит. Ну и, собственно говоря, вот такая ситуация на сегодняшний день здесь, на этой дороге. Мы с вами вот сейчас, смотрите, вот видите, вот как раз стоят водоналивные блоки, и мы съезжаем, вот плохой участок я даже написал, чтобы вот обратить внимание, и мы съезжаем с основного хода, вот если ехать в сторону Донецка, это вот объездная, временная, вернее, не объездная, а будем называть ее временная дорога, она находится вот по левой стороне. А справа там вот как раз ремонтируют все эти путепроводы. Вы не подумайте, что я прям еду здесь с такой скоростью по этим ухабистым дорогам. Просто я увеличил, еще раз напомню, увеличил скорость воспроизведения, чтобы особо не затягивать. Ну и вот по моим оценкам, где-то метров 700-800 этой дороги, видите, тоже сделано вот по одной полосе. Благо тут вот не очень много машин в тот момент, когда я проезжал. И это вот на сегодняшний день, повторяю, это вот единственный минус на этой
трассе Луганск-Донецк. Но я думаю, что там через месяц-полтора, а может быть и гораздо раньше, этот кусок дороги будет уже приведен в состояние в нормативное, и вот эту временную дорогу ее ликвидируют. В принципе, да, ее, собственно говоря, и так вот хорошо строить и нету никаких причин, потому что она вот только для того, чтобы временно существовать. Но все равно будьте здесь осторожны. И это вот я ехал в дневное время, сейчас вот день резко сокращается, светлого времени меньше становится, и особо не разгоняйтесь. Мало ли, что вот здесь вроде они знаки все есть, но все равно надо быть предельно осторожным на этом участке дороги. И тем более здесь еще не нанесена разметка, а она, конечно, существенно облегчает жизнь автолюбителям, когда едете вот даже вот днем, а я уже не говорю про вечернее время. Ну вот, собственно говоря, вот этот участок дороги и закончился. Видите, мы опять с вами выезжаем на основной ход. Здесь все уже хорошо, и впереди совсем недалеко город Донецк. Мы, собственно говоря, в сам Донецк с вами заезжать не будем, а сразу выйдем на объездную, которая обходит, если вот смотреть на карту, с левой стороны город Донецк и выходит прям сразу на трассу Донецк-Мариуполь. Трасса шикарная, я кусочек вам даже в других видео собираюсь показать, вот трассы Донецк-Мариуполь. Ну и вот мы двигаемся в сторону Донецка. Конечно, тут вот выезд, развязка, сама развязка на объездную дорогу практически такая же, вот как и была вот здесь, вот как мы сюда заезжали со стороны Луганска. Тоже нужно развернуться не по путепроводам, там не по эстакадам, чтобы было в разном уровне, а вот развернуться, подождать, пропустить встречное направление двухполосное и выехать на трассу. Но сейчас мы это с вами увидим, тем более здесь вот сами уже люди накатали дорогу, она, вот этот разворот гораздо дальше был, а здесь вот прямо передо мной машина повернула через вот газон и выехала на другую сторону дороги, как раз где и должен был быть заезд на объездную дорогу. Ну вот где-то вот здесь мы сейчас с вами тоже этот маневр совершим. Хотя вот сама дорога, видите, просто хорошая, сделали здесь вот тоже вот на заезде в Донецк четырехполосное исполнение, собственно, как и выезд из Луганска, как мы с вами видели, тоже дорога вот несколько километров идет в четырехполосном исполнении. Но вот хотелось бы со временем, там, не знаю, через 10 лет, может быть, будет 4 полосы движения. Трасса Е40 сейчас она называется, возможно, со временем ее переименуют. Буквы тоже имеют значение вот классификации трасс. Ну а это, собственно говоря, и говорит о скоростном режиме на трассе. Ну вот, все, едем, никак не доедем здесь, потому что я не очень сильно быстро ехал, чтобы все это рассмотреть, в каком состоянии дорога. Но скажу, что Горловка-Донецк, вот трасса, в которую вписывается дорога из Луганска, трасса Е40, вот в очень хорошем состоянии тоже. Ну и, собственно говоря, вот мы практически с вами уже подъезжаем. Вот, видите? Надо было чуть дальше проехать, чтобы развернуться, но я посмотрел, вот как все едут местные, а местные знают, вот и даже если вы не знаете дороги, всегда вот такой совет: едьте за местными, он уже знает, и какой нужно держать скоростной режим, где камеры, как правило, они уже не ошибаются. Вот видите, вот путепровод у нас над головой, и по идее мы должны были завернуть направо на этот путепровод и выехать на объездную. Но там, видимо, вот эта часть дороги ремонтируется, и вот смотрите, видите, впереди машина. Хорошо, что он меня обогнал, вот он притормаживает и просто
заворачивает через грунтовку, вот пропускает. Ну и мы за ним тоже так же едем, потому что местные все так ездят на сегодняшний день. Пропускаем машины, и вот мы держимся правее и выезжаем на объездную дорогу. А прямо эта дорога уже пошла на Горловку, на Луганск. И выезжаем вот мы, собственно, на объездную. Это уже будет, как говорится, тема отдельного видео, объездная дорога и выезд на трассу Донецк-Мариуполь. Чуть-чуть ее посмотрим. А я на этом буду заканчивать, дорогие друзья. Вот такой у нас ролик получился сегодня с трассы Е40 Луганск-Донецк. Ну, если брать не по центру города, то где-то 135-140 километров приблизительно протяженность этой трассы. Ну, а если по центрам из города, где-то 150-155 километров получается. И по такой вот хорошей дороге, ну, сколько это, часа 2-2,5, если сильно не гнать. Видим, здесь тоже временная оранжевая разметка, тоже идет ремонт дороги объездной, но это, как говорится, уже совсем другая история. Всего вам хорошего, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и пишите свои комментарии, кто-то ездил, может быть, по этой дороге, и свои впечатления. Всего вам хорошего и до новых встреч в новых роликах.